И снова всем привет! Сегодня вас немного опять удивлю. Покажу вам одно видео, которое я снимал год назад, точнее свою работу. Я только тогда эту тему вообще запускал, и каналу тогда было пару месяцев, и подписчиков было 1002 всего. Я обещал, что покажу, чем это все закончится, этот ремонт. Ремонт, кстати, в этой всего лишь контине длился год. Это для тех, кто там от меня требует, что я там что-то долго затянул на вилле. Кантина очень своеобразная, поэтому советую вам посмотреть. Больше такого вы нигде не увидите. Ставить. Влезут, не влезут. Тоже надо короткие. Не влезет этот никак. Чтобы вы понимали, когда меня сюда позвали или поставили, я уже работал с той фирмой, но этот сосед мой, я его много лет знаю, он меня знает. Я говорю, чего ты хочешь, скажи. Он говорит, я хочу это, хочу то. В общем, толком ничего он сам не понимал, что он хочет. Ну, надо было сделать кухню по правилам. Всю эту стену я строил, всю эту кухню я делал. Здесь просто была обыкновенная кантина. Всю эту плитку ложил, стяжки. А когда строил эти стены, меня заставили эти дыры сверлить и туда заливать еще и специальную жидкость от влаги. В общем, что привозили, что просили, то и делал. А то вы мне опять начнете красиво, некрасиво, долго, недолго, дорого, недорого. Я работал на фирму, и вообще я их тут спасал, потому что больше никого не могли найти, кто бы этим занимался. Тут пытались, приходили, работали штукатуры, на следующий их день просто выгоняли, и я за ними переделывал. Так что не надо мне тут рассказывать всем, что вы такие мастера. На такую работу, допустим, фиг вы найдете здесь мастера. Либо он стоит будет кучу денег. Ну, а вот такой контейнер, действительно, мне спрашивали, есть только такие в Италии? Есть, конечно, удобный. Но я думаю, он дорогой. На вилле он был бы супер. Ну, много чего я здесь сделал. И эти ступеньки. И все это реставрировал. Все эти камни. Все эти счетчики ему, то есть... Видите, как он сделал, прикольно. Это все раздалбливал, все, ну так, стрёмно по антикварному, тем не менее. Купа работы здесь. Все, весь этот пол я делал, реставрировал. Здесь горбы такие были, всю эту стену построил. Эти стекла все вставлял. Всю эту кухню делал, здесь вообще не было ничего. Ну, железяки эти не я делал, конструкцию. И здесь я делал пол. Все здесь было разрушено. Я вам покажу, в каком состоянии оно было. Весь этот слив я тоже игрался с ним. Очень много работы тут было проделано. Ну, вот видите, он так... Все это прикольно сделал. Идем дальше. Как я вам говорил, здесь будет ресторан. Где тут свет у него? Это внизу. Вот такое тут все прикольное стало. Молодец, у него есть фантазия. И здесь тоже мне было интересно по-своему работать. Не сделано здесь все, конечно, идеально, но тоже было сложно понять, как это все. Он мне просто говорил... Я тебе доверяю, делай как хочешь. И я многое делал по своему усмотрению. Даже эти светильники я ему посоветовал сделать. Видите, я говорю, если сделаешь здесь подсветку, будет прикольно. Но я говорю, что надо будет, чтобы оно было красиво, выключать центральный свет.
Кстати, делал тут у него всю эту проводку электрик, какой-то дебильный. Он приходил раз в неделю. Он с ним столько нервов потратил. Я говорю, ну что, нельзя это было как-то покрасивее, сбоку эти провода. Ну, они, видите, такие своеобразные выключатели. Ну, все в таком стиле странном. Так, где у нас еще один свет? Каждый этот кусок я отдраивал руками, каждый. Вы даже не представляете, в каком оно засранном виде. Что не представляете? Я вам покажу, было и какое оно стало. Все эти стены, видите, этот дизайн придумал я. Кстати, все этим же клеем А96. Дорисовывали здесь уже, красила другая женщина какая-то приходила, такая, она тоже специалист по этим антикварам всяким. Камин этот был тоже стрёмный, разрисовывала она, гипсокартон тоже кто-то ему сделал. Все эти потолки он подкрасил. Молодец, конечно. Двери эти какими-то обоями обклеил. Я вот одну вот эту полоску, чтобы вы понимали, целый день эти камни чистил. Ну вот такое убожество здесь было. Мне просто сказали, можно что-то с этим сделать. И представьте себе, я сделал. Можете сами посмотреть. А другие просто приходили, смотрели, опускали глаза и уходили. Очень много работы было сделано. Ну такая у него обстановочка. Вот эта надпись, она здесь, ей лет, я не знаю, 50 на надписи. Он говорит, только не заделывай, она должна остаться. То есть такие странные вещи здесь он мне просил сделать. И сейчас покажу, чего внизу там еще у него есть. Идем вниз. Кстати, я ему позвонил, говорю, можно я зайду, сниму видео? Он говорит, да, конечно, ты же здесь капо, шеф, мне можно все. Идем вниз. Покажу вам всякие мелочи у него здесь. Каску какую-то засунул туда. Ну, я вам говорю, фантазии у чела пипец. Идем вниз. Блин, все было грязно, стрёмно. Я найду видео, я вам покажу, что тут было, что тут творилось. Здесь все было в мусоре, все очистил. Мужик такой трудяга. Всякие у него штучки-дрючки здесь. Просто шикардос. Не знаю, что это, блин. Голубями обосрано или что. Вот эту всю ванную комнату сделал я. Здесь ничего не было. Просто его заставили по нормам. Она должна была здесь быть. Ну, эту стенку он сам делал. Плитку ложил я, пол ложил я. Ну, этот дизайн ему такой придумал. Я говорю, хочешь, сделаю так? Да, давай. Потолок делал я, это всю вагонку прибивал. Ну, унитаз он уже сам ставил, эту дурацкую дверь тоже сам придумал. Эту дверь он тоже сам установил. Ну, все у него в таком стиле. Здесь то же самое. Ну, тоже его заставили по норме положить тут плитку и вот здесь. Тут он тоже все навел порядочек, так сказать. Такая у него здесь обстановка. Плитку эту уложил я. Ничего не отваливается, все держится. Причем это вообще непонятно, как было делать. Тут ну просто разруха была. Я вспоминаю, холодно было, сыро это все делать. Ну, тем не менее, сделал. Молодец, конечно, молодец. Здесь у него. Ну, где вы такое увидите еще, что я вам покажу?
Пина всякие, бачите. А прохладно здесь, градусов не знаю, наверное, сейчас 14. Ну и быстро еще пробегу сюда. Я уже здесь был. В эту нору. На новую камеру сниму. Катакомбы. Что это у него тут обвалилось? Какая-то земля. Ничего себе. А чё? Странно. Вот такое. Вино. Ну, какая плесень. Кстати, натуральная. Вот, сыр. Есть такая легенда, я вам потом расскажу. Эту легенду за такую плесень. Интересно, в прошлый раз ее не было. Он как будто ее сам сюда притащил. Прикольно, не? Да. Он говорит, когда-то все это было, когда он покупал, это все было завалено мусором. Так вот легенда. Говорят, давным-давно один пастух, а может француз, спрятал в прохладной пещере кусок свежего сыра и забыл про него. Вернулся он только спустя какое-то время, а сыр покрылся голубоватой плесенью. Ну и вместо того, чтобы выбросить, пастух попробовал его, оказался в восторге от нового пикантного вкуса. Так случай дал миру сыр с плесенью, например, знаменитую горгонзолу в Италии или рокфор во Франции. Опачки. Страшно-страшно. Тидень. Тидень. Телега какая-то. Что у нас тут? Сапки. Ну прям музей. Что я вам скажу? Прям музей. У меня, кстати, тоже на той вилле есть одна фигня, ему надо притащить. Я говорю, дай мне хоть пару рублей, блин, надо грузить, тебя везти. Не хочет, хочет все на шару. Чем старее, тем моднее. Говорю, музей. Ладно. Иду на волю. Наверх. И что прикольно, здесь, когда на улице 40 градусов, здесь все равно 18. Тут где-то термометр висел. Блин, ничего не видно. Ну, где моя зажигалка? Посмотрим, сколько тут градусов. Что-то видно? Ничего не вижу. Ладно, может потом на видео будет видно. Ну, вот такая экскурсия сегодня. Так, свет выключаем. Решетку закрываем. Бочки понаставил. Так, свет выключаем. Это было открыто, оставим открыто.
Не знаю зачем. Все, пошли. Пол какой? Кому интересно, какой пол? Вот так вот. Что вы понимаете в итальянском искусстве? Скоро он будет бабло тут зарабатывать. Когда-то он работал здесь, на черную зарабатывал. Вот это его все тоже заставили эту кухню сделать. Ну, все по правилам. Иначе бы не дали работать. Так, выключаем свет и уходим. Кстати, ядро. Видели? Так, тут тоже свет. И там, блин, тоже аж туда идти. Что он не сделал переключатель? Это что, чтобы идти? Тупой электрик здесь был. А это он что, действительно в музее где-то спер? Тут сидели, этой штуки, наверное, лет 300, блин. Все. Надеюсь, вам понравится. Блин, вот это я все пол этот переделывал. Господи, вспоминаю, сколько я тут напахался. Но, тем не менее, имею соседа друга. Вот такой у него вход. Ну что, как экскурсия? Лайки и подписки. Пока.